После окончания Великой Отечественной войны Брестская крепость лежала в руинах. О ее героической защите мало кто вспоминал, не было речи и о ее защитниках. Сами руины разбирали на кирпичи. Этим занимались как военные, так и гражданские. Нужно было восстанавливать разрушенное войной хозяйство. Бесследно исчезли сильно пострадавшие от артобстрелов и бомбежек трехарочные ворота, Белый дворец, инженерное управление, здание госпиталя, бывший монастырь бернардинцев. На Брестскую крепость и ее защитников обратил внимание писатель-фронтовик Сергей Смирнов. О своей исследовательской работе он сначала рассказал в серии радиопередач «В поисках героев Брестской крепости», которые вышли в эфир в 1956 году, а через год была издана книга писателя «Брестская крепость». 8 мая 1965 года указом Президиума Верховного Совета СССР Брестской крепости присвоено звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда», которые находятся на вечном хранении в музее мемориального комплекса. Отражая вероломное и внезапное нападение гитлеровских захватчиков на Советский Союз, защитники Брестской крепости в исключительно тяжелых условиях проявили в борьбе с немецко-фашистскими агрессорами выдающуюся воинскую доблесть, массовый героизм и мужество, ставшие символом беспримерной стойкости советского народа. Отмечая исключительные заслуги Брестской крепости перед Родиной и в ознаменование 20-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов присвоить Брестской крепости почетное звание «Крепость-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Председатель Президиума Верховного Совета СССР Микоян, секретарь Президиума Верховного Совета СССР Георгадзе. Сегодня на месте полуразрушенной цитадели над Бугом находится такой вот величественный мемориальный комплекс. Ежегодно он принимает сотни тысяч посетителей из разных стран мира. Идея возведения мемориала возникла в середине 60-х годов. После нескольких лет подготовительной работы приступили к возведению его необычных и непростых объектов. На рассмотрении правительственной комиссии было представлено несколько проектов. Утверждено предложение творческой группы под руководством известного советского скульптора Александра Кибальникова. Возводить мемориал поручили ведущей строительной организации города Бреста «Строительный трест номер 8». Важная и ответственная работа выполнялась в режиме строгой секретности. Вот как об этом вспоминает ведущий специалист стройтреста номер 8 Григорий Фицук. Каким будет монумент, хранилось в тайне. Допуск на объект был строго по пропускам. Я 2 недели ходил и не понимал, чего от меня хотят. Чертежи, которые мне показывали, не давали цельной картины. Мне надо было представить конфигурацию объекта, а в цеху электролампового завода стоял в 7 раз уменьшенный макет монумента. Там скульпторы и форматологи готовили конструкции и формировали из гипса формы, обратное изображение фигуры. Это воспоминания Григория Константиновича о строительстве главного монумента «Мужество». На его возведение было потрачено 1500 кубометров бетона. Внешне кажется, что скульптура монолитная, на самом же деле она полая внутри. Толщина оболочки в основном 15-20 сантиметров. Возводился главный монумент мемориала постепенно и состоит из 200 частей. Штык-обелиск является самым высоким объектом мемориала Брестская крепость-герой. Его можно видеть из любой точки крепости и даже за ее пределами. Высота штыка составляет 104,5 метра. Установка обелиска по тем временам была уникальной. Это был 4-й подъем в мировой практике подобных сооружений. Монумент жажды на Центральном острове является наиболее популярным у туристов. На его фоне делают селфи, к нему постоянно приносят цветы. В памятнике увековечен самый трагический эпизод обороны Брестской крепости – добыча воды. Прототипом этого величественного образа стал старшина роты связи Вячеслав Мейер, который ценой своей жизни доставил раненым, женщинам и детям живительную влагу. Длина скульптурной композиции 13 метров, масса 720 тонн. Пожалуй, самым известным символом Брестской крепости, наряду с Холмскими воротами, является главный вход в мемориальный комплекс. Для создания железобетонного параллелепипеда с врезанной звездой необходимо было разобрать часть 10-метрового вала со встроенными казематами 19 века, а затем с помощью деревянной опалубки и с использованием 700 кубометров бетона была построена такая композиция.
Возведение такого сложного объекта, как мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», строителями было выполнено в довольно сжатые сроки – всего за 3 года. 25 сентября 1971 года состоялось торжественное открытие мемориала. В церемонии приняли участие партийные руководители, военные, ветераны-защитники Брестской крепости. Руководитель Компартии Беларуси Петр Миронович Машеров зажег вечный огонь. Мало кто знает, что сначала было запланировано строительство второй очереди мемориального комплекса. Даже был создан проект, но этим планам не суждено было сбыться. И все же десятилетия спустя в крепости появились новые скульптурные изваяния. Так появилась возле Тереспольских ворот скульптурная композиция «Героям границы, женщинам и детям мужеством своим в бессмертие шагнувшим». А в этом году, накануне Дня памяти и скорби, возле Северных ворот установлена еще одна скульптурная композиция «Советским пограничникам посвящается». Она расположена на месте старинной пушки «Шуваловский единорог», которую перенесли в 5-й форт. В настоящее время в мемориальном комплексе развернуты масштабные работы по его реконструкции. Так, после ее завершения Брестская крепость станет еще более величественной и привлекательной для многочисленных туристов.